Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 34-й выпуск второго сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске я закрыл только один квест «Мокрое дело», часть 4, но при этом сдвинулся наконец с мертвой точки по квесту «Каратель», часть 4. На сегодня необходимо убить еще двоих ЧВК на берегу. Также была возможность закрыть еще один из попутных квестов, но, к сожалению, выжить не удалось. Меня наказали ребята санитара. Никита, Дарман, Хихетик, Край, Мотор 304, Нуб, Сержант и Саня Медбрат. Спасибо большое за финансовую поддержку. Чтобы нормально обучить человека, требуется немало времени и зависит не только от шерпа, но и от обучаемого. Становиться шерпом у меня нет ни времени, ни желания, если честно, так что это не ко мне. Также не забывайте о том, что до 27 ноября до полуночи действует скидка 25% при приобретении комплектов предзаказов Escape from Tarkov и официальной продукции в мерч-сторе. Если финансы поют романсы или пока покупать Тарков нет желания, всегда есть альтернатива. Например, новая бесплатная игра про Россию Next RP. В этой игре тебя ждет огромный открытый мир и безграничные возможности. Здесь ты сам решаешь, кем тебе стать. Полицейским, воякой, медиком или даже бандитом. Не хочешь лезть на рожон? Тогда выбери обычную работу, вроде таксиста, дальнобойщика, инкассатора. Если это надоест, то в игре есть сюжетная линия и кооперативные квесты для игры с друзьями. Здесь тебя ждут еженедельные обновления и стабильный онлайн из 1000 игроков. Все это только на Next RP. Скачивай по ссылке в описании. Какие на сегодня планы? В первую очередь я бы хотел все-таки доделать сегодня, если получится, если будет такая возможность, Каратель, часть 4. Мне осталось всего двоих ЧВК добить на побережье в Жилете Дикого и Балаклаве. Попутно попробую сделать Мокрое дело, часть 5. У меня ключ есть, 328 номер Восточного крыла, лазурного мне нужен будет. Он у меня есть, так что все, что нужно будет сделать, это зайти в Восточку, забрать хард, и если сделаю быстренько двоих ЧВК, то сразу же на выход пойду. Это будет основная миссия на сегодня. Затем, если останется время, то попробую доделать Тарковский стрелок, часть 4. Мне нужно будет докачать навык снайперские винтовки до 3 уровня. Как раз у меня будет задача очередного карателя, и там нужно будет в паке бегать. Так что с болтовкой в лесу, еще и тем более, если там ЧВК где-нибудь найду, то будет здорово. Если нет, то просто покачаю навык и, так сказать, проведем с пользой рейды в лесу. В любом случае они не будут напрасными. Значит, в прошлый раз закончили на том, что СКС-ку я потерял, и все мне это вернулось, конечно же, по страховке, поэтому я иду в том же самом снаряжении практически. Ключи от берега есть, медицина, гранаты, все взял. Главное мне жилет Дикого и лицо, чтобы балаклава была на лице. Ключ у меня имеется. Можно идти. Идем на берег в 7 утра. Здесь страховать мы будем практически все, кроме шлема и... 68 тысяч страховка. Не скромно, так не скромно. Ого, народу сколько. Поехали. Может быть, даже получится так, что я, не заходя в санаторий, смогу где-нибудь найти ЧВК. Мне не обязательно их где-то там на территории какой-то определенной убивать. Поэтому СКС может сослужить мне сейчас большую службу. Если я смогу на дистанции где-нибудь устранить парочку ЧВК, забежать, забрать хард и свалить просто-напросто. Это был бы просто идеальный рейд. Минут на 15, так на 20, да? Ну, посмотрим, как пойдет. Вот я даже не сомневался, что меня черт знает куда заспавнят, да? Ну зато смотри, я... А, нет, непонятно. Надо выяснить, в общем, в первую очередь, работает ли выход, проход между скал. Если он там работает, то я смогу там экстренно, если что, покинуть рейд. Надо быть в курсе, работает ли выход или нет. Ну и будем попутно просто подслушивать, где что, если какие-то движения будут. Попробуем как-нибудь аккуратно третьим быть. Чтобы и самому побезопаснее было. И народ немножко в заблуждение ввести. Тут по этой стороне у нас мало кто может быть. А ближе к сюда мне надо будет, я думаю, правильней держаться. Мне, как говорится, только спросить.
Параллельно со мной сейчас будут еще идти парнишки, если они заспавнились. И им интересен санаторий. То они где-то тут примерно и будут сейчас подваливать. Но я думаю, услышу. Дикие должны будут шумануть. Так. Пошел процесс. Что-то руки как ветки, блин. А. Ого. Спалил хату. Товарищ нехороший. Опа, опа. Это что такое? Так, выход есть. Выход есть. Опачки. Это что за волына такая? Это я даже не пойму, что это стреляет. Ой, яма. Ну что, воевать будем? Как бы мне не хотелось. ПВП сразу же в пекло. Придется, похоже. Так, окна там всегда разбиты или это? Блин, деревня. Я чувствую, эта авантюра добром не закончится. Так, один приехал. Без пропитала не обойтись. Напугал, гад. Выскочил как из оттуда на лыжах. Что там, заживает? Да, заживает все. Ну давай тогда ногу пришьем сразу. Интересно, один он тут был? Если у него был кореш, то он, скорее всего, точно так же сидит в тишину абсолютную. Совершенную. Все, как новенькой.
пропитал тем и удобен, что он долечивает вот эти вот раны. Все нормально. Ау, это что за юмор у тебя такой, братан? Я, говорит, папа, поздравляю. Не знаю, юморил он или что он так... Зачем он так... Ладно, главное, мы одного уже забрали. Это очень хорошо. Второго бы найти, если честно. Какого-нибудь попроще, если можно было бы. Он даже не успел ничего залутать. Он, видимо, это, заряжал, сидел в магазине, да, или что? А где мой ледекс? Отдайте ледекс. Нету нифига. Таблетосины. Медхлам. Аугументин. И фачок заберем. Не густо. Блин, ну что тогда? Попробовать забрать, да и это самое. Двигать отсюда. А руки чешутся полутаться. Ей-богу. Руки капец чешутся. А в общем-то говоря, мне не нужно там что-то лидексы эти. Вот он, хард квестовый. Я его забирал в прошлой части. В прошлой серии. Только до дома не донес. Уже нет необходимости в лидексах и каких-то там офтальмоскопах. Все это я сварил. Ты что такое? Вот так хочу. На интерес глянуть имеется. А хотя бы 220 какая-то, 222, по-моему, вкусная, да? Давай ее хотя бы глянем. И все, не буду рисковать, испытывать судьбу. О, ну здрасте. Не-не-не, значит все правильно. А, чайники, кстати, антиквариат же можно мне попялиться. Антиквариат, говорят, вот здесь был когда-то. Блин, надо же, видеокарта. Ну, пошли домой тогда. А тебя Sweet Home Alabama какой-то убил, да? А, не Д'Артанан никнейм. О, это вообще другой кто-то убил его. Окей, если получится сейчас вынести, то тогда я со спокойной абсолютно душой могу по всему берегу походить, поискать приключений на 5-ю точку. Главное, чтоб выход не пасли, а то я что-то смотрю, тут юсеков много, а они любители этого дела. Блин, а у меня перегруз, да? По-пластунски марш.
Угу. Там кто-то стреляется еще. Можно было бы сходить в ту сторону. Но я попытаюсь вынести квест и видеокарту с галкой, чтобы продать ее можно было. Сейчас мне денежка для чего нужна будет? Для того, чтобы евро покупать. У меня евро нужно будет кучу целую. 125 тысяч мне надо будет. Сидит, даже не шевелится. 50 тысяч на квест, наставник. И 75 тысяч евро мне нужно будет для установки солнечной батареи, чтобы у меня расход топлива в 2 раза... Твою мать, я так и думал. А, я видел его. Подлюка. Куда он убежал теперь? Это он байтит меня? Ага, слышишь? Где ты, гад? Это же тут клацало. Ну, блин, деревня. Кустов куча целая, в каком угодно может сидеть. М-м. Не понимаю, где он. Эйди, твою мать. Он теперь засядет где угодно, да? Вот на ту сторону он перебежал, я думаю.
Ну, зараза. Так. Что тогда? Надо будет посидеть, я думаю, вылечиться. Посмотреть, где что. Обнаружит ли он себя, или он случайно, просто мы с ним столкнулись. Он перебегал на ту сторону, а я как раз у него на пути тут оказался. Как считаешь? Я думаю, что примерно так и было. И вот теперь гадай, он куда, домой пошел? Или что? Или меня где-то тут ожидает? Лечим черепушку, грудак. А остальное все. Автоматом пусть выбирает. Блин, тяжелый еще, зараза, не сманеврировать. Че, короче, надо не выпендриваться, я думаю, идти домой, да? Пытаться выйти. Хотя было бы здорово его подстрелить сейчас. Квест в аккурат закрыл бы. Так вот. И я вышел. О, да, я вышел. Понятно. Но можно было, конечно, заморочиться, поискать его, но что-то, если честно. Вот теперь я пойду и поищу его. Закрываем квест «Мокрое дело», часть 5, передаем информацию, найденную на харде, на компе Артема, и закрываем этот квест. И берем квест «Мокрое дело», часть 6. По этому квесту мне нужно достичь нужного уровня навыка снайперские винтовки 7. Вот о чем была и речь. Значит, единственное, что нам требуется от локации берег, это добить одного ЧВК в жилете дикого и балаклаве любой. Надел гжель, так как по весу она гораздо легче, 8-9 килограмм, нежели редут. 13,5 килограмм. Идем еще на берег с утра и страховать можно гжельку, я думаю, только застрахую. А, мешок у меня теперь хороший, можно так вот сделать и все, и отправиться. Поехали еще раз. Ну что ты мне покажешь? Так, понял, что он мне показывает. Ну все понятно, значит я на коттеджах. Что посмотреть можно будет? Можно будет встречку, кстати, посмотреть, которая будет мне идти на Норвинский. Либо левую сторону глянуть тоже можно будет. Там могут ребята сразу же в коттедже педалить. Ладно, по этой стороне пока пойду. Посмотрим, что там будет на гриде. Может быть, на ГЭС подвалят пацанчики. Вообще было бы неплохо там занять над ГЭС, которая сопка. Высоту. И там с оптики как раз и видно хорошо. Несмотря даже на то, что дождик. Дистанция приемлемая. А во-вторых, там будет слышно все хорошо. Мимо вряд ли кто проскочит. Сюда его заберем. Блин, что тогда, на гряду? Получается. От гряды будем плясать.
такое ощущение, что я сам сейчас в не очень удобном положении окажусь. Но с другой стороны, надо либо выбрать направление. Ну давай ГЭС посмотрим. В любом случае, это место интереса. Как ни крути. Дикий еще живой. Опа. Ага. Это пролетает в сторону Норвинского, да? Или откуда? Или тут без полкило не разобраться? Так. Как-то бы поудобнее что-нибудь как-нибудь. Но был бы я ЧВК, который перебегает с той стороны, я бы точно через дорогу или через открытую эту заправку не побежал бы. Очевидно, что я побежал бы через воду. Как раз примерно вот здесь я выходил бы. А уж позиция топчик. Только понимать бы наверняка, есть ли там кто или нет, есть ли смысл тут мне засаду устраивать. Или все это чепуха. Или, возможно, это все прилетело просто с этого, да, как его фамилия? С Чупика стреляли, может быть. Да откуда угодно могли стрелять, я же не слышал сам выстрел-то. Я слышал только то, что пуля легла где-то в районе Норвинского. Нет, боюсь, что я здесь просто время трачу. Куда тогда? Лазурный. Дикие живые еще на крыше. Никто их не тронул. Значит, никто не пробегал? Опа. Мне послышалось? Понятно. Что-то он там на лазурный пялится, ему не нравится лазурный. Да нет, живые торчат. Все хорошо, говорит. Очень интересно, знаешь ли. Ладно.
Не буду обижать Дикого, пусть остается там наверху, если что, он там стрельнуть успеет. У него он высоко сидит, далеко глядит. Обзор хороший. Может, какого нерадивого ЧВК там спалит? А я на шумок тогда и подбежать успею. Я так думаю. Как-нибудь сейчас с Цедова внедримся. От Цедова до Тедова. Вот это вот примем. В Западку в 301 заглянуть хочу посмотреть. Там, говорят, антиквар частенько спавнится. Я не знаю, я там всего один раз лично открывал. Так что пока точняк не могу сказать, так ли это на самом деле. Понял. Руку оторвало к чертям. Это санитары? Всякие. Нормально. Неужели Дикий пришел? Опа. Блин, чуть я своего клиента не дождался. Надеюсь, что вы думаете, что это я убежал и там стреляю. Нет, мне надо руку пришить, иначе у меня будет трястись это все дело. А с чего он мне так шлепнул нормально, да? Что у меня сразу руку оторвало и сапешек каких-нибудь, наверное. Сразу пропитальчика сверху. О. Пусть оно лечится потихонечку, помаленечку. Так, снайпера ты наказал? А перебежал ли он или нет, я не видел. Возможно, он... наверху тут бегает. Может, все-таки туда спуститься подальше, а? Как считаете? Пока не сильно поздно. Рискну. Опа, перебежал. Видел. Так, это, возможно, наш клиент. Родненькой, далеко не убегай. Эй, твою мать, меня вообще другой какой-то убил. Голова челюсти. Ну здрасте, Настя. Чё так-то, пацаны? Дали бы убить хотя бы, я бы сам сдался без боя. Что-то дикие там притаранили, надо подпалиться. Ой, блин, я только что купил наушники, они мне наушники притаранили. Нормально. Все, валите. И топливо надо будет зарядить, чтобы процессы не останавливались в арке. И воздушный фильтратор же у меня работает там. Все, я собрался, у меня... А, это Адар, ёперсеты. Я думал, это М-ка у меня вообще. Все, теперь у меня есть М-ка, я что-то и не обратил внимания, что это Адар, оказывается. Надо будет поменять потом, снять эти все модули, переставить на М-ку, М-ку собрать лучше. Давай на берег, 14:49, время нам подходит. Мэку, ухо, труппер страханем и поехали. И теперь я где? Что-то потерялась я. А, это ой-ой-ой. Варианты какие? Павны там по всей
крайне могут быть там спауны за чупиком. Тут спауны. Блин, кругом спауны. Одни только спауны. Что-то ничего умное в голову не приходит. Сразу внутрь тогда, может быть? Сразу в замес, в заруб в самый. Может, кого-то там смогу выцепить? Ну вот, когда у меня оптики нет, теперь у меня солнышко кругом. Все законно, почти что. Я думаю, ГЭС это самая такая точка интересная, пересечения всех спаунов, потому что все идут через ГЭС, плюс-минус. То есть та сторона, если не идет в Норвенский, ой, в этот, в Лазурный, идет через ГЭС, та сторона тоже от гряды к ГЭС. Вполне вероятно, что я там кого-нибудь сейчас и найду. Опа. Это уже на территории она сама. Так. Как бы сделать-то грамотно, а? Не торопиться, может, что в прошлый раз поспешил, людей насмешил. Пару таблетосин есть. Что-то тихо кругом. Там интересная как раз перебежка. Я там уже несколько раз ловил ЧВК. Довольно популярная тропинка, но не на ранних таймингах. Туда ближе, что ли, подойти к ГЭСу? Тут тишина полнейшая это. Снова повторяется, короче. Не дождался тут, пошел туда. Может быть, левый спаун как раз будет подниматься. Левый крайний спаун будет подниматься на лэп. На ГЭС, точнее. А, Дикий еще живой на крыше. Что он нам информацию... Жалем, что предоставит. Опачки. Все, сложили? Сложили, пацана. Откуда? Вот оглушенный его щелкнул. Со стороны гряды примерно, да? Это уже интересно. Это, возможно, наш клиент. А он Дикий стоит, смотри. Крутится в контейнере. Да, интересно, на ГЭС они вообще планируют идти, нет?
Или не стали идти, наверное, из-за того, что тот стрельнул, шум поднял, да? Хитрые ребята. Опачки. А вот и наши. Вон он. Есть контакт. Ура! Я закрыл карателя наконец-то. Понял. Откуда стреляли-то? Вот как раз стреляло его прикрытие. Вот оно его прикрытие, да? Лиза хитрый. Вот теперь сиди гадай, двое ли их было или еще там где-то есть. Ну, как говорится, в Таркове правила последнего никто не отменял. Точнее, правило еще одного. Нормально, нормально, чё. Да пофиг, чё, давай выходим тогда, лутаемся. Я думаю, что это было его прикрытие. Я могу ошибаться. Конечно же. Ага. Ты смотри там с той стороны, ладно? Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Ах ты хер ебут. Сюда. Сюда. Это нам уже не надо. Как пацаны определяют? С черной головой. Что это у него? Пятерочки. Понятно. Дикий, иди в баню. Ему забрало, прострелил. Вот тут попроще, товарищ. С разбитым ударом.
101, 101, бля. Как его? Забрать, не забрать? Как его мне забрать? Вот так вот, если такой. Раз, два. Если только что-то выкидывать. Блин, а тут... Вот так вот. Ну, примерно. Выход у меня в противоположной стороне, да? Ну, откройся, выход, пожалуйста. Будем пробовать выходить через проход между скал. Если нет, то пойдем в тоннель. Все, почти на месте. Работаешь ли ты выход? Блин, не работает. Не работает. Придется туда отдышаться. И бежать на тоннель. Не работает. Нет, я уже запарился. Бежать у меня уже и гидрация на нуле, и энергии чуток. Я тогда ибупрофен лучше не стоит, да? Тогда пропитальчику жахнем, потому что у меня будет здоровье убавляться потихоньку. Пусть оно компенсируется пропиталом. Свою эмку здесь скидываю. Сюда. Нормально. Полегче будет. Думаю, они найдут. Там-то челоботы, скорее всего, съедят, потому что там на открытом месте я прям разделся. Но там ничего такого нет. Сверхдорогого. А тут хоть 43 килограмма будет. Хотя бы восполняется выносливость. А тут это час по чайной ложке. Показалось, чувак сидит. Чувак, ну ты чё? Все, тут чуть-чуть осталось. Через деревню пробежать, и я уже, можно сказать, дома. Нормально. Работает волына, шмаляет. Получается, работает. Так, сейчас сушничка, молочка бы как найти, да? В тайничке. Понял. Ничего не полагается по питью пока. Вдоль забора. Я же правильно иду, надеюсь, а то сейчас в другую сторону. Да, тоннель. А то мало ли сейчас. Не в ту степь, прикинь, иду. Вот это было бы, да. А я ведь могу так. Бывало уже. Дикого не буду там смотреть. Чтобы там у него не было. Бог с ним. Нет, выносливость потихонечку все-таки еще восстанавливается. Но за счет того, что дегидратация у меня медленно, скорее всего, восстанавливается. А за счет перевеса, когда я начинаю бежать, расходуется, ну, очень быстро. Надо будет глянуть со скалы, нет ли там внизу кого из диких. И все. И на выход. А то с моей выносливостью сейчас выскочу на открытой местности. Меня отшлепают там.
рентген есть. Как раз минутки мне хватит, пожалуй. Че почем, кто на чем? Да нет никого. Пойдем, что ли, на выход? Тут прям на столбике и выскочим. Ага, СКС до сих пор. Вон они где все. Ну, неплохой рейд, господа. Я 2 юсеков застрелил, 50 плюс уровень, одного с кустов, другого тоже почти что с кустов. Но мне как-то поровну. Как? Главное, я выполнил задачу, правильно? Имею возможность закрыть большущий квест, который давным-давно у меня висит. Каратель, часть 4. Закрываем этот квест. Опять у егеря падает лояльность, но зато получаем здесь кучу целую опыта. У прапора лояльность растет. Прокачаем потихоньку всех. Каратель, часть 5 заключается в том, чтобы мне убить снова ЧВК, снова 10 штук, но теперь на любой карте. При этом мне нужно быть одетым в бронежилет очень слабый, пака, и шлем 6Б47. Убивать можно с любого оружия, но я буду ходить, пожалуй, с болтовкой, чтобы и прокачивать навык, во-первых, и во-вторых, если будет возможность, подстрелим каких-нибудь ЧВК на большой дистанции, что будет гораздо безопаснее, что увеличит мои шансы на выполнение этого квеста. Есть 2 пистолета ПМ, которые сразу же могу передать, вместе с содержимым, с патронами, мать их, в рейде АК-74Н и найти в рейде винтовку М4А1. Все, поел, попил, ибупрофен обновил, я готов выдвигаться, в общем, в лес. Сейчас все объясню, как это будет у меня там работать, что я там запланировал и так далее и тому подобное. 7 утра, далее лес, страхуем уши, шлем. Хотя можно это не страховать, я думаю, да? Оружие застрахую, основное. Мешок. И все. Хватит. Поехали. Я не буду бегать по всей карте и стрелять во все, что шевелится, потому что прокачка навыка имеет смысл только тогда, когда не уставшая она. Есть такая тема в Таркове, что устают прокачиваться навыки. И достаточно, ну я не знаю, 5-6, наверное, попаданий с болтовки, как начинает уставать прокачка, и там за каждое попадание будет все меньше и меньше давать очков опыта. Поэтому смысла нет бегать по всей карте и выгрызать всех дикарей или ЧВК. План очень простой. Забегаем в ближайшее место интереса по луту и бежим на выход попутно, если дикие будут, их стреляем. Вот такой план. Так, что там у нас было не по задачам, а по умениям? Смотри, снайперские 23-0. Значит, пока навык чувствует себя хорошо, идем сразу же на МЧС. Сейчас, наверное, народу, толпа тут прибежит сразу на МЧС. Ну да ладно, прибежит так прибежит, пофиг. Нам вообще без разницы, с чего убивать и кого убивать. Придется стреляться, будем стреляться, значит. Залетаю, быстренько смотрю, тут что интересного есть. И все, без фанатизма. То есть по ящикам лазить не буду, чисто медицина, звездочки. Вот такие вещи. Так вот. Сахар. Похавать. Попить. Так, сумки, наверное, тоже смысла нет. Они меня задерживают, и нормально, да? Шприц. Сгуха. Сушняк. Ага, дикий уже здесь. Надо поторопиться. Да пошел ты. Еще справа. Вы что, серьезно, что ли? Так вот, да? Петух! Сдох? Сдох. Это тень дерева, да? Морфый.
Блин, а вот мешок надо бы проверить у него. У него в мешке может вкусняха какая спавнится. Мешок и карманы. Пусто. О. Так, дальше быстренько. Слева. Что слева? Это, короче, рейд Солев. Познакомьтесь. Вот здесь вкусняхи, но не сегодня. Значит так. Значит, идем теперь в деревню. Прям по открытой, пофиг, на пролом. Мне же надо 2 чайника еще антикварных найти. Вот здесь возле самолета может антиквариат спавниться, но тут и биткоины спавнятся, я находил лично. Так что проходить мимо не будем. Будем поглядеть, будем посмотреть. Давай, хорош. Медицины, блин, куча целая. Вот, коник лежит. Коник. Шотшо. СМС. Ничего. Понятно. Так, на скалах есть еще, да, место интереса? Там тоже могут быть чайники. Давай залезем. Прямо отсюда я, наверное, залезу. Не буду обходить это все дело. Есть, конечно, еще несколько мест интересных, в которых спавнятся драгоценности, в которых может антиквариат спавниться. Но по ним мы не пойдем. Будем отталкиваться только от спауна. Будем идти только там, где нам по пути, где нам удобно. Ну, ё-моё. Чтобы никого и ничего не задерживать. Вот здесь в бункере бывают вот золотая цепочка. Но сегодня нет здесь ничего. Серебро лежит. И все получается. Вот как-то так. Так. Для опыта, наверное, этого снайпера зацепим с собой. Что ты там, где, братик? Земляк! Не хоти, вот так наблюдает! Ах ты, ебанула! Мама! Ой, у меня же этот пака-бронежилет. Вот я тормоз. Куда я на ближний бой полез? А, красавчик. Голова, 2 уха вот здесь надо было написать, а не грудная клетка. Так, мы 5 раз попали. Все равно это пойдет там в зачет. Сейчас даже поглядим, сколько мы форманули. Вот, смотри, в умениях теперь снайперские винтовки. 1,5 единицы форманул. И то это я половину только запланированного настрелял. Понимаете, да, как это качается? Я думаю, что в следующем выпуске в аккурат я прокачаю этот навык и закрою квест Тарковский стрелок очередной. А вот, кстати, за Тарковского стрелка предыдущего у меня М4А1 с галкой упала. Пока
карателю 5 сдадим ее, можем сварить еще АК-74. И вся любовь получается. Останется только настрелять. Все, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, за поддержку, за ваши пальцы вверх, отзывы. Всем удачи и приятной игры. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.